Доброе утро, зрители Стоп Гейм! Ну что, про оценки Сталкера поговорим сегодня. Ну и про другое интересное в инфакте. Для разогрева. Анонсированный пару месяцев назад ремастер дилогии Legacy of Kain Soul River обзавелся свежим трейлером, в котором разработчики из Aspyr вкратце демонстрируют навыки Разиэля с обновленными эффектами. Видос на вашем экране. Напомню, для тех, кому не по душе новая графика, предусмотрена функция переключения на оригинальный графон в любой угодный момент. Помимо этого, в состав ремастера вошли повышенная частота кадров, альтернативная схема управления, карта с компасом, фоторежим, ачивки и дополнительные материалы. Релиз Legacy of Kain Soul River 1.2 Remastered состоится 10 декабря на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Заявлена полная русская локализация. Свершилось! Странно это произносить, но Stalker 2 вышла. Сделала она это вчера вечером, и за пару часов до релиза были опубликованы обзоры от журналистов, кому досталась пресс-версия. Сначала опишу их впечатления, потом пару слов от себя докину. На момент подготовки выпуска тайтл имеет в среднем 74 балла на Metacritic и 77 баллов на OpenCritic, а рекомендуют игру всего 66% журналистов. В Steam, кстати, 80% положительных. Большинство опробовавших хвалят сеттинг, хорошо прописанных персонажей и верность сиквела корням серии Stalker. В то же время они отмечают сомнительное техническое состояние тайтла на релизе и не самые удобные механики геймплея. В связи с этим многие призывают дождаться необходимых патчей. Ну, короче, классика современных релизов. Оценки разнятся от 100 из 100 от Hardcore Gamer, которым понравилось просто все, видимо, потому что хардкорщики, до 40 из 100 от VGC, которым в принципе тоже понравилось, но не настолько, чтобы закрыть глаза на удручающее техническое состояние. Короче, выводы такие. Технически почти киберпанк, если вы понимаете, о чем я. А с точки зрения дизайна, классическая серия Stalker. И я с этим общим тезисом совершенно согласен. Судя по первым моим 5 часам, игра действительно уважает оригинальную трилогию и очень старается быть на нее похожей. Где-то добавляет приятные иммерсивные штуки, вот можно на гитаре поиграть, например, где угодно. Где-то убирает совсем уж устаревшие системы, вроде разброса пуль при стрельбе через мушку, но в целом то же самое, но гуще. И с лютыми лагами. Запись стрима Сталкера лежит у нас на лайв-канале, ссылку оставил знаете где. Комменты под инфактом, кстати, открыты, но срачи разводить не надо. Интересно, такой байт на комменты сработает или нет? Налетайте! PS5 Pro подешевела! В МВидео теперь консоль отдают всего за смешные 125 тысяч. Ну, хоть привод возьмите, он 23к всего. Несмотря на снижение цены, в пресс-релизе отметили, что Pro-версия PS5 вызвала большой интерес среди отечественных геймеров. Объем предзаказов превысил прогнозы больше, чем в 3 раза. Говорят, мы наладили регулярные поставки новой консоли и приняли решение снизить цену на консоль и дисковый привод в период предновогодних распродаж. Это кусочек сообщения руководителя департамента развития игр и игрового общества группы МВидео Эльдорадо. По словам компании, консоль стала доступна в розничных магазинах и онлайн-каналах продаж МВидео Эльдорадо уже 14 ноября, спустя всего неделю после официального запуска PlayStation 5 Pro. How do you do, fellow kids? О, в смысле, играете в Овер еще, пацаны и дамы, конечно, никакого сексизма. Там просто вышел трейлер нового героя, и им стал Хазард, играющий на роли танка. Видеоролик познакомит зрителей с бойцом и его бандой фриков. Они так называются, фрики, это я не придумал. Также в трейлере есть намеки на способности Хазард. В ролике показано, как банда фриков, известная своим бунтарским духом, проникла в лабораторию Мойры. Их цель — выкрасть изотоп ванадия, который за 300 баксов, простите. В итоге Хазард впрыскивает в себя фиолетовую бурду и открывает новые способности. Например, возможность стрелять яркими кристаллами. Более подробно о персонаже Blizzard расскажет позже. Хазард появится в шутере вместе со стартом 14 сезона 10 декабря. Однако опробовать новичка в режиме быстрой игры получится уже на ближайших выходных с 22 по 25 ноября. Мы засунули вам NFS Most Wanted в NFS Unbound, чтобы вы играли в Most Wanted, пока играете в Unbound. Что?
Дело в том, что Criterion и Electronic Arts рассказали о грядущем обновлении для Need for Speed Unbound. Дополнение апдейта Volume 9 Lockdown создано под вдохновением от любимой многими Need for Speed Most Wanted из 2005 -го. Главным нововведением станет многопользовательский PvPvE режим Lockdown, в котором 5 банд по 3 игрока будут состязаться друг с другом в угоне тачек. Необходимо пробраться на охраняемые территории, обнаружить грузовик с необходимым транспортным средством в кузове, а также избегать столкновений с полицией. Можно таким образом выкрасть 15 тачек, которые оформлены в духе участников черного списка из Most Wanted. Конечно же, среди них есть и кастомная BMW M3 GTR 05, но слегка в другом окрасе. Содержимое тягача с трофейными ласточками будет меняться каждую неделю. Ну и инновации для всей серии завезут, ребята. Впервые в истории NFS в игре будет доступен мотоцикл BMW S1000RR 2019. Он появится в режиме Lockdown, но покататься на двух колесах можно и в свободной езде, а также в специальных PvP-плейлистах для байков. Volume 9 Lockdown появится в игре 26 ноября. Если забыли, что это за NFS Unbound такая, то она уже вышла, давно вышла и доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Правда, без перевода на русский. Netflix дразнит зрителей кадрами финальных эпизодов сериала Arcane. В свежем тизере третьего акта нашли отражение почти все сюжетные линии, расчерченные в двух предыдущих главах. Напряжение между жителями Зауна и Пилтовера достигло пиковой точки, алхимик готовится раскрыть больше своих секретов, с последователями Виктора творится какая-то чертовщина и так далее. Однако авторы не оставили намеков на то, где пропадает часть персонажей. Например, что в итоге произошло с Мел, непонятно. Ответы на оставшиеся вопросы появятся 23 ноября, когда откроется доступ к 3 заключительным эпизодам. Это мы ждем. Вот в прошлой новости покайфовали от красивой картинки, вот пора пострадать. Компания Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures выкатили трейлер картины «Майнкрафт» в кино. Выглядит все... да как и в прошлый раз, но теперь ролик наверняка выжмет ностальгическую слезу из фанатов игры. В нем звучит культовый трек от музыканта C418. Фильм поведает о 4 простых людей, которые через загадочный портал перенеслись в Верхний мир. Буквально кубические попаданцы. Перенеслись они, собственно, в кубическую страну, где можно дать волю фантазии. Компания отправится в опасное путешествие и сразится с пиглинами и зомби. Или с пиглинами, жду вашей поправки в комментах. Проводником героев станет матерый крафтер Стив в исполнении Джека Блэка. Мировой прокат «Майнкрафт» в кино стартует 3 апреля 2025. Побежим смотреть, конечно же, в первую секунду. Все озвученные выпуски новости, напоминаю, лежат на сайте. Их можно там и обсудить. Не забудьте про лайк, реально поставьте его, учитывая, что я сегодня, надеюсь, даже не опоздал. И хорошего вам четверга. Пока!